Так, давайте приступим к написанию кода в нашем проекте Persistence, который находится в слое Infrastructure. Для начала я предлагаю нам создать базу данных. Это будет Postgres. Мы напишем его с помощью Docker Compose. Давайте напишем какую-то очень базовую и простую реализацию. Тут все абсолютно стандартное, ничего необычного. Но user и password я пишу для удобства. Конечно же, такие параметры в реальном проекте вам лучше не использовать. Это будет обычный номер порта, абсолютно все стандартное. Также мы обязательно создадим volumes. Это гарантия того, что после остановки контейнера с базой данных наши данные, которые записаны были в базе данных, никуда не пропадут. Они сохраняются на жестком диске компьютера. Еще неплохо было бы добавить запись, которая автоматически помогает рестартовать контейнеру в случае его падения. И пусть у нас будет, например, 3 попытки. На первый взгляд на этом кажется все, и мы можем попробовать запустить наш контейнер с базой данных. И тут для удобства я бы хотел создать makefile. Обратите внимание, что он работает исключительно на Linux и macOS. То есть, если у вас Windows, вы не сможете воспользоваться этим инструментом. Вам нужно будет просто вручную прописывать команды по работе с Docker Compose. Я пока напишу только несколько базовых команд. Первая команда отвечает за запуск, а вторая команда за остановку. Но я бы хотел написать еще одну команду, которая будет отвечать за остановку контейнера и за удаление статических данных. Итак, момент истины. Мы находимся в папке с проектом. Вот наш makefile. Запуск не удался. Окей, у нас здесь возникла опечатка. Это не entry point, а environment. Теперь, я думаю, все заработает. Наша база данных запущена. Идем дальше. Теперь мы настроим db-контекст и давайте сконфигурируем наши таблицы. Это мы закроем. Перейдем в проект Persistence. Давайте сразу создадим здесь необходимые папки. И давайте сразу создадим папку для миграций. Также очень важная деталь. Наш проект Persistence должен иметь связь с проектом Application. То есть у нас появилась вот такая вот запись в конфигурационном файле проекта Persistence. Также мы должны добавить такое же наследование от проекта Application к проекту Domain. И теперь, прежде чем мы создадим db-контекст, давайте установим необходимые библиотеки. В первую очередь мы добавим сюда библиотеку для работы с PostgreSQL и Entity Framework. И обратите внимание, мы добавляем ее в проект Persistence. Также мы добавим специальную библиотеку для работы с миграциями. И еще, забегая вперед, я также добавлю свою любимую библиотеку для генерации данных. Мы также добавляем библиотеку в проект Persistence и будем использовать ее только в этом проекте. Давайте быстро проверим. Да, и здесь нам нужно убрать вот эту вот запись. Теперь переходим к DB-контексту. Модификатор доступа будет обязательно internal, чтобы мы не смогли использовать его в других проектах. Также мы обязательно заимплементируем интерфейс iUnit-of-Work. Сразу же мы пропишем здесь наши entities, заимпортируем листинги из проекта Domain. И то же самое мы сделаем для категорий. Теперь мы немного переопределим наш метод для сохранения значений в базе данных. У нас есть некий base entity, и у нас есть такая запись, как общая для всех entity, которые наследуются от класса base entity. Есть некая запись updated. Нам позволяет при каждом изменении нашего entity в базе данных вносить запись времени этого изменения. Также эта логика реализуется и другими способами. Например, ее можно реализовать на стороне базы данных.
Тогда значения будут максимально точными. Но в нашем примере в этом нет никакой необходимости. Такая реализация будет вполне оправдана. И давайте переопределим еще один метод. Он нам позволит внести некую конфигурацию в наши таблицы. Мы сконфигурируем листинги и категории, какие-то ограничения для них пропишем. На этом класс dbContext выглядит законченным, и давайте перейдем как раз к конфигурациям этих таблиц. Итак, давайте начнем с Entity Category. Мы обязательно должны заимплементировать некий интерфейс. И в этом месте мы можем прописывать наши ограничения. Давайте для наглядности откроем нашу категорию. Итак, давайте сделаем имя уникальным, пусть это будет индекс. Давайте просто для наглядности напишем какое-то ограничение для description. Да, и давайте пропишем ограничение для имени. Хорошим тоном будет прописать здесь связь. Это не обязательно Entity Framework такую простую связь поймет самостоятельно, но всегда приятно указать это и потом в случае каких-то ошибок к этому вернуться, и намного будет легче. То есть у нас в одной категории может быть много листингов. И давайте пропишем способ удаления. Если мы удалим категорию, у нас удалятся все листинги, которые принадлежат этой категории. Давайте теперь поправим ошибку, которая возникает в приватном пустом конструкторе. Это потому, что у нас string, обязательное поле, но у нас есть пустой конструктор, который служит для Entity Framework. Напишем здесь вот такую вот запись, и наша ошибка пропадет. Давайте продолжим и напишем такую же конфигурацию для листингов. Я также для удобства открою нашу Entity. Давайте просто для примера по какой-то похожей логике опишем каждый из наших параметров. Для MS SQL это делать не обязательно, он для типов decimal автоматически прописывает это значение, в то время как для Postgres нет. И потом могут возникнуть некие определенные ошибки, когда мы будем взаимодействовать с этими данными и пытаться их привести к типу decimal или передать тип decimal. А статус давайте сохраним, пусть у нас будет строкой, потому что статус у нас enum, и в дефолтном значении передастся в базу данных его порядковый номер. Мы говорим, чтобы это значение было строкой в таблице и чтобы его дефолтное значение было open. И давайте просто для наглядности напишем, что дата закрытия у нас не обязательное поле. На этом с конфигурацией таблиц все. Прописывать здесь связь совсем не обязательно, потому что мы уже прописали ее для таблицы категории. Давайте теперь для примера попробуем создать нашу первую миграцию и удостоверимся, что все работает. Для этой задачи я опять перейду в Makefile и пропишу здесь команду для миграции и обновления базы данных. То есть если у вас Windows, вам, скорее всего, каждый раз придется вручную вводить эти команды. Давайте сделаем немного интереснее и будем передавать в эту команду каждый раз имя нашей новой миграции. Дальше нам нужно указать проект, в котором находится наш persistence. Теперь нам нужно указать точку входа. Это наш проект, в котором находится ASP.NET. И указать директорию, в которой будет помещаться наша новая миграция. Давайте проверим. И теперь напишем команду для применения миграций. На первый взгляд кажется, что все готово. Но мы все еще не сможем создать нашу первую миграцию. Должны сконфигурировать подключение к базе данных и правильно настроить зависимости с нашего проекта ASP.NET. Давайте это быстро сделаем и попробуем после запустить наши миграции. Итак, перейдем в проект верхнего уровня, наш презентационный слой, наш проект ASP.NET и установим здесь зависимость.
Теперь мы настроим подключение к базе данных. Я открою здесь нашу конфигурацию базы данных. Давайте я закрою все лишнее. И теперь нам необходимо настроить подключение к базе данных. Но для того, чтобы все работало корректно, нам нужно настроить интеграцию зависимостей. Для этого мы добавим специальную библиотеку, проект самого нижнего уровня, который будет требовать настройки. Это не домен, потому что у него нет такой необходимости. Но в проекте Application у нас уже явно будут какие-то настройки. Нам сразу райдер его предлагает, мы его установим на уровень Application. Теперь важно будет добавить, что все вышележащие слои будут иметь доступ к библиотекам, которые находятся в слоях ниже. Поэтому наш проект Persistence будет иметь доступ к этой библиотеке. Поэтому мы можем сконфигурировать подключение к базе данных прямо здесь. И для этого мы создадим специальный файлик и назовем его Configuration Service. Итак, это будет статический класс. Мы будем его подключать в нашем файле program.cs. Также он у нас будет принимать конфигурацию. Для начала я настрою здесь подключение к базе данных. Логика этого файла такова, что тут мы конфигурируем все, что касается нашего проекта Persistence. А в другом, например, проекте Application мы будем конфигурировать все, что касается проекта Application. И потом эти классы мы будем интегрировать в наш проект ASP.NET. Это значение будет браться вот из этого файла. Также мы здесь зарегистрируем наш интерфейс Unit of Work и оставим место для регистрации наших репозиториев. Давайте по этому же примеру быстро создадим такой же файл конфигурации для проекта Application. Пока что он будет полностью пустым. Теперь эти конфигурации мы можем добавить в наш проект ASP.NET. Давайте для консистентности создадим такой же файл для проекта API. И добавим его вот здесь. На этом регистрация наших проектов закончена. И мы можем попробовать сделать нашу первую миграцию. Окей, мы написали .NET с ошибкой. Попробуем еще раз. Супер. Наша миграция сработала. Давайте посмотрим, как выглядит первый файлик. В проекте Persistence у нас в папке Migration появилась наша первая миграция, которая называется init. И тут мы видим код, который будет создавать таблицу в базе данных со всеми ограничениями, которые мы прописали. Здесь прописана связь, правильного формата значения для денег. Выглядит хорошо. Давайте теперь попробуем создать эти таблицы. У нас опять опечатка. Окей, все сработало. Давайте теперь закроем все лишнее, подключимся к базе данных и посмотрим, как выглядят наши таблицы. Супер, все работает, мы видим наши таблицы. Таблица для миграций, таблица для категорий и таблица для листингов. Все выглядит хорошо, все работает. И давайте теперь создадим класс, который будет использоваться для генерации фейковых данных. Это будет статический класс, он также будет internal, и у него будет один метод, который будет сидировать наши данные. Давайте сразу проверим, есть ли в таблице какие-то записи. Если они есть, то мы остановим работу. Мы вполне можем проверять только на одной таблице, нам не нужно для этого проверять каждую таблицу. То есть, если хотя бы в одной таблице у нас есть уже какие-то данные, то мы не будем выполнять этот код. И давайте теперь с помощью библиотеки Bogus сгенерируем случайные данные.
Давайте сделаем их 10. Да, и еще, насколько я помню, department содержит значение через запятую, поэтому нам нужно их сократить до одного слова, чтобы наши категории выглядели более-менее красиво. Давайте теперь добавим категории в базу данных, сохраним эти значения и сгенерируем какие-то случайные листинги. Давайте я открою сразу листинг, чтобы видеть, как он выглядит. И тут мы обязательно привяжем настоящую категорию, чтобы у каждого листинга была случайная, но настоящая категория. И давайте для примера создадим их много. Теперь также добавим их в базу данных и сохраним изменения. Теперь давайте напишем специальный метод, который будет вызываться один раз при старте нашего приложения, который поможет подготовить нашу базу данных к разработке и заседирует эти данные. Он будет находиться у нас в этом классе. Это будет статический метод. Создадим временный скоуп. Получим экземпляр DB-контекста из контейнера, применим все миграции и заполним базу данных нашими тестовыми данными. Теперь нам необходимо вызвать этот метод из нашего проекта ASP.NET. Это презентационный слой, проект API. Но только вызывать мы его будем исключительно в режиме разработки. Итак, давайте попробуем первый раз запустить наше приложение и проверим, создадутся ли наши фейковые данные для разработки. Итак, мы видим ошибку. Нам нужно сохранить уникальное название категории. Вот в этом месте возникает наша ошибка. Давайте попробуем найти какое-то очень простое решение. И давайте попробуем запустить еще раз. Окей, все работает. Мы видим, что данные наши создались. Давайте ради интереса запустим еще раз. Данные больше не создаются, потому что таблицы уже заполнены данными. Давайте проверим, как выглядит база данных. Мы видим наши категории и видим наши листинги. Все работает. Теперь я просто создам заглушки для репозиториев, но саму имплементацию репозиториев мы будем писать позже, когда будем разрабатывать наш слой application. Нам так будет просто легче, мы будем сразу понимать, какой код нам нужен, как он должен выглядеть. Он также будет иметь модификатор доступа internal, будет наследоваться от своего интерфейса и будет имплементировать все методы, которые заданы в этом интерфейсе. Единственное, давайте здесь тоже добавим базу данных. И то же самое создадим для листинга. Теперь я предлагаю остановиться на том коде, который мы написали для проекта Persistence. Я думаю, этого будет уже достаточно, чтобы начать разрабатывать следующий слой. Так что мы можем все проверить и на этом закончить. Мы забыли зарегистрировать репозиторий, так что сейчас мы это быстро добавим. И также добавим репозиторий для категории. Еще последняя ошибка вот здесь. Теперь все отлично, и можем на этом заканчивать разработку этого слоя.